about to leave, already packed. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Трофим про Америку. В этом выпуске мы с вами поменяем масло на моем траке. Я приехал в такой специальный шап, вот, и сейчас они там в гараже меняют масло. Это такая работа, которую я не могу сам сделать, надо специальный инструмент, место. Ну, это не все меняют масло в Америке сами. Мы предпочитаем вот приехать поменять в шапе. Тут все, надо старое масло какое-то выкинуть, там как минимум 3 фильтра надо поменять, масляные фильтры, топливные фильтры и где это все выкидывать, если самому менять. Ну, короче говоря, в Соединенных Штатах в основном все масла меняют вот в таких вот шапах. Сейчас я вам все подробно покажу. Потом покажу вам, вот там вот есть такие тошниловки, забегаловки, и там даже есть русская еда. Come with me, I'm not really asking, we'll get away. Хотел зайти вовнутрь, там поснимать, как они там масло меняют, но они сказали, что нельзя, типа safety policy, для безопасности, говорит, нельзя там, короче, ходить, снимать. Значит, мы сейчас пройдем, вот тут вот, я вам уже говорил, тошниловки разные. Сейчас пойдем глянем, что там. Я слышал, там есть что-то, какая-то русская кухня, никогда не смотрел, не заходил туда, но мне не надо. Ну, сейчас мы пойдем посмотрим, и я это сам увижу первый раз. Значит, друзья, вот это вот тракстап. Я как-нибудь сделаю обзор про тракстапы. Я уверен, что вы на YouTube много видели про тракстапы. А сейчас, пока мне не позвонили шапа, что уже масло поменяли, пошли сходим, посмотрим эти тошниловки. Вот, видите, вот эти вот будочки. Это вот все разные тошниловки. Вот такой трактор стоит, скорее всего, для декорации. Старинный какой-то, видите, антиквариат. Смотрите, значит, здесь что у нас? Разные кухни. Вот это вот здесь индийская кухня. Вот, Indian cuisine, разные блюда. Давай подойдем, посмотрим немножко. Вот, друзья, читайте цены. Я так потихоньку проведу, покажу. Рассказывать не буду, я не знаю, что это за блюдо, не пробовал никогда. Вот такие вот, вижу, самое дорогое блюдо здесь, вот $16. Такое что-то неаппетитное смотрится, как бы. Вот, допустим, курочка. Вот курочка аппетитно смотрится. $14. Вот такую можно целую курицу взять. Значит, они закрыты сейчас, походу. Никого еще нету. Сейчас рано. Сейчас только 7:30 утра. Так, далее у нас, вот, друзья, русская кухня. Видите? Russian food with an American twist. Русская еда с американской добавкой, как бы. Ну, что у нас тут мы имеем? Сейчас посмотрим. Значит, что картофанчик такой с сырком. Ну, это американская. Пирожки какие-то. Что тут у нас? Типа как, не знаю даже, блинчики, чебуреки. Непонятно что-то. Что здесь? Должны быть пельмени, конечно. Ага, вот пельмени. Пельмени стоят. Сколько они тут хотят за эти пельмени? 10.50 за тарелку пельменей. Вот с салатиком каким-то. Пирожки разные тут, видите. Интересно, вот 10.50 за один пирожок. Вот такой, что это, я не знаю. С салатиком 10.50 стоит. Ну, такое вот, знаете, не знаю. Тошниловка какая-то. Дальше мы что здесь у нас? Еще какая-то кухня. Сейчас проверим. Это у нас... Ничего не написано, что за кухня. Fire tacos. Ну, такос это мексиканская еда. Видите, разные такос тут. Всякие тоже вот еда с Мексики. Значит, тут это 2 будочки. Это уже мексиканская еда. Вот это первая будочка. Это видно. А, это типа как там вот пойти столики, стульчики там у них вот. Ага, посидеть, покушать. А это вот уже вот здесь продается все. Пойдем сейчас глянем, какие цены. Вот, мексиканская еда. Вот эти вот напитки. Очень вкусные. Good stuff, man. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Очень вкусные напитки. Вообще, мексиканская еда очень вкусная. Значит, вот здесь такие вот блюда разные. Ну, тоже, видите, вперемешку с американской едой. Вот. Мексиканцы, они славятся вот такими тако. Там вот, значит, всякие вот помидорчики, там зелень всякая, там разное мясо. Очень вкусная вещь. Кто не пробовал, советую попробовать мексиканскую кухню. Очень вкусная. Ну, цены тоже такие, видите, $10 за тарелочку. Тут вот $7. Это американская какая-то еда. Вот, 4.50 такое блюдо.
какие-то вот типа тоже тако, какие-то на блинчики похожи на этот такос тоже вот $6. Ну и вот сейчас так потихоньку проведу. Видите, ценники уже не видно их даже. $13. Ну вот такая вот тема. Можно прийти тут перекусить, когда тепло, вот посидеть вот здесь на улице, видите, скамеечки, все такое. Не знаю, насколько тут оно пользуется спросом, но думаю, пользуется. Значит, вот тракстап, люди здесь вот, можно заправить дизель вот там, вот тут для машин, парковки, ночевать тут можно, весы, взвеситься, душ, вот, купить что-то покушать, ресторанчики, там всякие забегаловки, вот. Когда-нибудь сделаю обзор тоже про тракстап, просто на YouTube этого очень много, но я сделаю тоже когда-нибудь. Ну все, сейчас, значит, наверное, уже масло поменяли, пока я ходил, и поедем, значит, мы на ферму. Ну, теперь я возвращаюсь обратно сюда, где меняют масло, посижу там, подожду, пока они закончат, и далее буду направляться работать. Тут два гаража, значит, по ту сторону масла, а тут вот колеса меняют, резину, здесь вот можно заменить, купить новые диски, резину, вот, а это вот здесь зал ожидания, вот, сидишь тут, отдыхаешь, можно вот кофе попить. Пока они там не видят, а я сниму немного, друзья. Сейчас он там пошел где-то по шапу гуляет, а я сейчас покажу вам. Видите, друзья, какая яма начинается отсюда, и вот такая вот аж до туда яма. Вот он ходит, видите, и все там делает. Так, ну ладно, пошли обратно, а то сейчас обидятся на меня, что я ихние полосы нарушаю. Они боятся, что если я там буду ходить, упаду, башню пробью себе и потом судить их буду. И они этого боятся как огня и не разрешают там клиентам ошибаться. Ну, друзья, скажу вам заранее, такой сервис стоит $300. Может быть, для кого-то будет звучать это очень дорого, кто с других стран будет смотреть. Но в Штатах это нормальная, приемлемая цена. Это полностью заменить все масло, заменить вот такие вот масляные фильтра, еще там топливный фильтр. И также они солидолом мажут кардан, все там промазывают солидолом, пятое колесо тоже смазывают. Ну и проверяют все, чтобы было в порядке и не было никаких дефектов, там, потеков, все это они проверяют. И вот это все удовольствие стоит $300, и это нормально для Штатов. Друзья, как шпион. Они сказали нельзя, а я все равно, видели, втихаря снимаю. Вот, пока он там пишет что-то, а я раз и быстренько все как шпион это за видео фиксировал. Вот так вот. Сейчас меня отсюда выгонят и скажут больше не приезжать никогда. Вот так, друзья, все. Заменили мне, значит, масло. Залили 12 галлонов масла хорошего, Ротелла. Заменили 2 топливных фильтра и 1 масляный фильтр. И вот все это удовольствие мне обошлось $355 и 26 центов. Обошелся мне этот сервис. Хочу сделать одну пометку. Допустим, может, кого-то заинтересует, почему я это не делаю сам. Объясняю. Если я начну это делать, допустим, возле моего дома, то это нельзя делать. Во-первых, не позволит это community, neighborhood, как это район, это нельзя делать. Если каждый начнет что-то делать возле своего дома, там перебирать движки, менять масла, это получится какой-то беспорядок, грязь, оно некрасиво будет смотреться. И многие neighborhood, есть, конечно, может, такие поганые neighborhood, районы, где, ну, такое, знаете, какое-то, как это назвать, трущобы какие-то, то может там и можно. Есть в Америке, все есть. Тут есть и идеальные районы, и есть такие трущобы, что вообще там даже проезжать там страшно. Ну, например, вот в штате Орегон и Вашингтон таких трущоб редко где найдешь. Но есть такие штаты, где конкретные трущобы, и там все, что хочешь, может происходить. Ну, например, вот где я живу, в моем районе, если я пригоню мой грузовик к моему дому и начну это все делать, соседи вызовут полицию, и мне еще и штраф напишут, и будут проблемы. Вот. Ну и
Я бы и сам бы не хотел бы видеть мой район, что все вот так вот пригоняют там технику, машины, какие-то там траки и начинают это все ремонтировать возле дома. Я бы и сам бы этого не хотел, оно будет смотреться некрасиво, вот, и поэтому я приезжаю в такие вот мастерские, где мне меняют масло, вот, это сливают, значит, 12 галлонов переработанное масло, они оставляют у себя бесплатно, эти все бэушные фильтра они выкидывают, вот, и мне удобно это приехать, и также мне в течение года надо делать вот такие разные сервисы, и все эти деньги, они списываются, ну, налоги, вот эта такса мы платим раз в год, в конце года все приходит налоговое время, это все считать надо, и даже это полезно в какой-то степени, вот все эти сервисы, все эти вот реситы собирать, и это даже, ну, списывать на такс, это все можно, это не налаживается налогами, это вот заработал я какую-то сумму, и какую-то сумму я потратил на разные растраты, там, на солярка, сервисы, эта сумма, она отнимается от дохода, и я за это не плачу таксы, это даже и полезно вот так вот что-то иногда делать, какие-то сервисы, чтобы было что списывать, иначе это придется потом заплатить налог государству больше. Все, друзья, заменил масло, получил накладные, на какую ферму я еду. Вот теперь держу мой путь на ферму. Видите, какая сегодня грустная погода, идет дождь, сырость. Друзья, хочу рассказать про штат Орегон. Штат Орегон и штат Вашингтон, они очень с друг другом похожи. И здесь очень много идут дожди, особенно вот осень, это дожди просто очень сильно льют, каждый день практически вот такие дожди. Ну, бывает осень и разница, бывают более солнечные дни, но вообще Орегон, он знается большими дождями. Это значит, тут сырость вот такая вот, почти большинство года сырость. Лето бывает тоже разное, бывает теплое, солнечное лето, бывает очень много дождей идет, вот, и также и в Вашингтоне то же самое. И вот сейчас, как видите, идет дождь. Вот это, где я сейчас еду, друзья, это считается деревни, села, деревни, значит, видите, вот, например, живет вот частник, вот такой дом у него, это вся земля его, вот тут вот, видите, тоже частник какой-то живет, тут у него вот какие-то гаражи на территории, это, вот такие дома, это дома не очень дорогие, земли тут дорогие, вот видите, вот проезжаю дом, да, он такой, ну, невзрачный домик, да, но у него много земли вокруг, и только из-за земли этот дом может стоить, ну, 1600 может стоить этот дом. Также вот этот домик тоже, смотрите, он построенный лет 30 назад. Это старая постройка. Но у него очень красивая, шикарная земля. Вот. И из-за этой земли этот дом может стоить дорого. Это такое дело. Вот это вот сами судите, что это. Деревня это, село это. Скорее всего, село. Вот опять, видите, люди живут, частники. Вот сколько у них земли, большие участки здесь. Вот. И также вот гляньте, да, вот село, а дороги вот хорошие, вот какой-то ремонт идет, что-то они тут строят, расширяют. Вот. Дороги в Штатах очень хорошие, есть, конечно, и плохие дороги, но в основном очень хорошо все с дорогами, вот это можно, конечно, этим похвастаться. Вот тут проезжаю какое-то село, я даже не заметил, как называется это село. Вот видите, тут у них вот маленькие магазинчики какие-то, пойти там вон какие-то продукты купить. Вот еще тут видите какие-то шапы, вот мастерская какая-то, прийти машину починить. Тут вот мы наблюдаем еще какие-то, вот смотрите, вон вообще прикол. А, это для животных, госпиталь, домик такой. Вот еще машинки ремонтировать можно прийти, такая вот местность. Вот так вот живут люди, видите, вот. Заборы есть, у некоторых людей вот заборы стоят, собак на цепях люди тут не держат, вот. Что тут еще, давай посмотрим, вот тут вот тоже какой дом, да, старенький такой домик, интересно, да, как вот живут люди в селах американских. И вот все, друзья, видите, в Штатах, вот, да, вот, смотрим, вот слева, видите, какое большое, это все частное. Нельзя вот так остановиться, пойти, ходить там, сразу прогонят. Вот тут наблюдаем мы сейчас пожарная станция этой деревни. Вот видите, какая усадьба у человека хорошая, большое
Усадьба, земли много, домик такой аккуратненький. Вот тут сельское какое-то маленькое кладбище. Проезжаем. Как я уже сказал, Орегон очень дождливый штат. Снег бывает в Орегоне в основном только в горах. И там выпадает очень много снега, выпадает. Может так выпасть снега, что даже выше человеческого роста. Вот. Ну, бывает также снег и в городе Портленде. Он в основном бывает так сильно прямо выпадет, может быть, раз в 3-2 года. И парализует город, может, на 2 дня всего-навсего. И американцы, жители Портленда, так сказать, правильно будет, не приспособлены к этому, мало опыта. И когда выпадает вот эти 2-3 дня снег, и, ну так бывает, сильно может выпасть. И для людей это просто шок. Люди не умеют ездить по снегу, застряют, буксуют. Проблемы такие смешные возникают на дорогах. Вот. И будет, если когда такой сезон, если в этом году будет так идти снег, такие будут наблюдаться смешные картины, я обязательно сделаю ролик по этому поводу. А вот, например, такие штаты, как Северная Дакота, Миннесота. Ну и можно много-много перечислять еще штатов, которые очень снежные. Там практически 4 месяца зима, снег, морозы. Это вот, например, вот я хорошо знаю штат Миннесота, там брат у меня живет. Там такие морозы по минус 15, минус 30, снега много. И так хорошо он лежит месяца 3, этот снег. Вот такие штаты тоже есть. А много штатов есть, как понимаете, Флорида, например. Там вообще снега никогда нету. Там если когда какой-то снежочек маленький выпадет, это какое-то ненормальное положение какое-то, природное явление, ненормальное. Разные штаты, все вы это знаете, я тут вам не новость открываю. Есть такие штаты, где кактусы растут, вот как Техас, Новая Мексика. Вот Орегон славится вот хвойными. Воздух очень чистый в Орегоне. Но говорят, что в Орегоне много депрессии у людей. Люди страдают депрессией очень сильно, большая статистика депрессии. То это объясняется вот этой вот пасмурной, дождливой погодой. Ну вот смотрите. Снег был на прошлой неделе, очень много было снега. Он выпал примерно, вот видите, по пояс. Ну, уже он растает, тает. И уже асфальт мокрый, и снег вот грязный. Посыпали песком. Тут в Орегоне часто посыпают это в горах песком. Если совсем критически посыпают таким деайсером, жидкостью. Ну, грязный вот снег уже, ничего такого красивого особо нету. Лес, как обычно, тут у нас, видите, в Орегоне, красота какая. Уже много я показывал вам леса на моем канале. На эту зиму, 2020 год, пугали, говорили, что будет тяжелая зима, будет много снега. Ну, пока еще нормально. Уже зима практически что, 1,5 месяца, и зима закончилась, и ничего так особо страшного не было. Ну, было там немного в горах, засыпало сильно, цепи одевать приходилось людям. Я туда не ездил в это время, меня пронесло. Еще цепи ни разу не одевал в этом году. Вот видите, вот такая вот дорога. Мокрая, температура сейчас нулевая, мороза нету. Асфальт мокрый, и хорошо, что температура нулевая. Если сейчас немного ударит мороза, то и будет гололед, придется и цепи одевать. Но мне еще ехать 1,5 часа, надо загрузиться и возвращаться обратно до того, как опустится температура. Я думаю, я успею. Этот год 2020 начался тревожный в моем бизнесе. Сейчас очень тяжело с грузами, очень приходится пробиваться, добиваться, чтобы груза давали, очень медленно сейчас. И траковая индустрия сейчас страдает в США. Надеюсь, что все прорвется, будет легче. Идет такая вот волна, то хорошо, то плохо. Сейчас в данный момент плохо. И приходится много переживать, чтобы были грузы нормальные, чтобы было достаточно работы. Вот это контейнеры, это непредсказуемый такой бизнес. Сейчас в Китае Новый год, совсем стало плохо. И там у них этот Новый год, там что-то 2 недели идет. И сейчас очень плохо с грузами. Приходится хватать все подряд. Выгодно, невыгодно. Приходится брать груз и ехать.
перебирать некогда. Друзья, я, короче, ехал и приехал. И такое интересное место приехал. Я еще такого никогда не делал. Пойдемте на улицу, я вам сейчас все покажу. Так, друзья, я приехал на ферму, где выращивают сено. И вот видите, сколько сена затюковали, или как это назвать, видите, кубиками тюки. Мы так, ну, я с Крыма, мы в Крыму называли это тюк. Вот эта квадратная чухня называется тюк. Ну, давай скажем так по-нашему, по-деревенскому. Затюковали, сложили кучками. А тут, смотрите, такой здоровый гараж. Типа warehouse, гараж, как это назвать? По-английски будет warehouse, по-русски гараж, амбар или что это за чухня. Так, смотрите, сколько они тут сложили сена. Да. И сейчас мне загрузят полный контейнер сена. А потом я посмотрю на накладные и скажу вам, друзья, куда это сено поедет. Вот. И так вот он его, видите, нету этого погрузочного дока нету. И вот он таким погрузчиком привозит огромный вот этот кубик из сена и проталкивает туда вовнутрь и пропихивает туда вовнутрь. Смотрите, друзья, это центральный Орегон. Никаких елок, никаких деревьев тут не растет. Так сказать, пустыня, степи. Вот, видите. И вот это вот пшеничка тут росла. Вот это все, что вы видите, да, это все росла пшеничка. А там в той стороне поля сено росло. Видите, такой большой погрузчик. Вот это вот, видите, там уже кубик загруженный, но это он его еще пропихнет в самый вперед. Видите, какое тяжелое, наверное. Надо будет мне взвеситься, чтобы мне штраф не прописали. И это вот, друзья, это деревня такая. И я сам вырос в деревне. И тут я так вспомнил деревню мою. Деревня моя называется Ключи. Я там родился, вырос, до 16 лет там жил и свалил в Штаты. Напоминаю, я из Крыма. Крымский парень я. И вот теперь живу в Штатах. И я сейчас в деревне. И мне так радостно. Я тоже в деревне вырос. Только курей, коров не вижу. Но ничего. Поросята ни у кого не хрюкают. Вот тут, смотрите, живет какой-то частник. Чем он тут занимается? Что за жизнь такая? Смотрите, какой дом у него. Сарай какой-то, да? Ой, там собаки он гавкает. Так, ребята, пошел я, пока меня не сожрали. А ну-ка смотрим, может даже я и не выживу. Сейчас, если он будет бежать ко мне, то я замру и буду стоять на месте. Так, уходим отсюда. Уносим ноги, пока я еще живой. Смотрите, друзья, сено. Так, уходим отсюда, пока при памяти. Потому что у меня не было в планах, чтобы меня сожрали сегодня. Вот такие дела, друзья. И вот смотрите, деревня такая зачуханная. И что мне нравится в Америке, в Штатах, то, что дороги везде хорошие в Штатах. Вот там, когда я жил в Крыму, там часто в деревнях щебенка, бездорожье. Но все равно, видите, качество плохое. Тут, видите, залатали так немножко трассу. Видите, она уже вся потрескалась. Так, сейчас посмотрю, чтобы никто не переехал. Никто не переехал у меня тут. Смотрите, тоже, видите, залатали. Ну, вот эта деревня такая, друзья. Вот такая вот дорога в деревне. Вот это, друзья, люди выкатывают мусорку на дорогу. Вот эта мусорка. Так, сейчас меня, наверное, все-таки съедят меня сегодня. Собачка, ну ты не сердись сильно. Какая собачка злая. Вот это, друзья, мусорка. Выкатывают мусорку, подъезжает такой трачок. И эту мусорку потом высыпает себе в трачок. А это, друзья, смотрите, американская почта. Почтальон подъезжает, сюда почту ложит. И вот этот флажок красный вот так вот сюда, вот так вот его отклоняет. И люди видят, что почта пришла. Выходят за почтой. Вот. Ну ты, собака, не гавкай на меня сильно. Я могу тоже на тебя гавкать. Ладно, уходим отсюда. Ну вот, друзья, это такая вот деревня. Кульвер будет деревня называется. Ни магазинов, ничего тут такого нету. Вот так просто фермы какие-то. Вот, захолустье какое-то. А ну-ка посмотрим, как он сено туда засовывает.
Смотрите, что он вытворяет. Yeah. Is this heavy? Heavy? Oh. Heavy? No, they're pretty light. Like 5 or 6,000 pounds. Я у него спросил, если оно сильно тяжелое, потому что я переживаю за перевес. Давайте я вам, друзья, покажу, как он это делает. Сейчас он его будет туда пропихивать. Вот он смотрит по краям, чтобы его не разорвать, не раздербанить. И вот он туда его так раз и поехал. И так он будет грузить, пока до самого упора не загрузит. Все равно я переживаю, что может быть перевес. Поедем потом взвешиваться на весы. Иначе мне в iStation дорожные вот эти службы проверочные такой тикет пропишут. И даже когда перевес большой, да любой перевес, они потом никуда не пускают. Они заставляют это потом все переделывать. Как хочешь, переделывай, но тебя на дорогу не пустят, пока перевес не исправишь. Вот так все серьезно. И еще к полному счастью штраф нарисуют. Такой $300 легенько могут нарисовать. Друзья, смотрите, у меня желтые лампочки на крыше были, а я белые поставил. И они, короче, сливаются с цветом трака. И так вот прикольно смотрятся. А были до этого желтые. Вот. И горят тоже прикольно, LED. Вот так вот, друзья. Потихоньку я что-то с ним делаю по мелочам. Вот. Хочу в будущем фары поменять. Они уже вон тут в углу водой. Это сыростью пропитались, выпачкалось. Уже они такие все, вон, видите. Скоро улетят по дороге. Надо менять. Фонари эти поменять, фары. Друзья, все, загрузили. Полностью весь контейнер. Закрываю ворота. Поедем взвешиваться. Так, объехал вокруг этого сарая. Сейчас надо проехать где-то пару километров в городок. Там весовая. Надо взвеситься, узнать, сколько сена это весит. И я уже повторяюсь. И если я легальный для дорог. Так, все, уходим отсюда. Мужичок меня впереди вот ждет. Видите, пикапчик остановился. Он мне должен накладные передать. Сейчас мы взвесимся, он даст мне накладные бумаги. И буду я быстрее прорываться в горы. Потому что я ранее рассказывал, что если там будет мороз, то мне будет не сладко. Надо горы проехать, пока еще мороз не пришел. Значит, проехали мы минут 5 от той фермы, где сено выращивали, там, где загружали. Вот приезжаем, мы заезжаем в деревню. Это вот деревня Culver. Ну, там, где мы были, это тоже как бы Culver. Вот так вот. Вот читайте. Interin Culver. Скорость 25. Надо потихоньку ехать. А там он мусор стоит, но мусора нету. Вот. Товарищ милиционер. Вот такая деревня, смотрите, друзья. Вот какие-то салон тату, вроде бы я не успел прочитать. Тут у нас какой-то бар, гриль, какой-то ресторанчик. Можно пойти покушать, попить. Вот такие села, деревни. Ничего так особо. А там он впереди, вижу, Shell заправочка. А тут мы наблюдаем какой-то ресторанчик. Сейчас прочитаем. Ресторанчик называется Bailey's Burgers. Значит, бургер можно зайти купить. Ну, вот такие вот, смотрите, тоже вот непонятно, то ли частный дом, то ли что за сарай такой. Вот тут вот тоже, так видите, как беспорядок, так вон машины, эти трачки старинные стоят. Вот так вот живут люди. Это вот американские деревни, села, деревни. Вот такого типа. Ну, не все такие, есть получше, есть похуже. Разные села. Вот такие вот. Вот люди живут. Вот такие вот, смотрите, бюджетные привозные дома. На моем канале как-то я уже рассказывал про такие. Да, это вообще, видите, сараи. Там мы были, нормально было. Значит, вот трачок этот впереди, который вел. Вот это весовая, друзья. Значит, я сейчас должен как бы выехать немного на встречную. Вот тут вокруг столба закруглиться и заехать на весовую. Я пока снимать не буду, чтобы делов не натворить. Сейчас увидимся, друзья, через минутки-две. Так, все, заехал на весы. Сейчас пойдем посмотрим. Общий вес 77 260. Значит, общий не превышает. А вот по осям я не знаю. Надо еще по осям будет проверить.
Сейчас мне мужичок пойдет накладную, выдаст талончик на весы. Пойдем-ка. Все, друзья, взвесился, все нормально. Повешали пломбу. Поехали обратно в Портленд. Проверил накладные. Груз идет в город Кимберли, Айдахо. Ну там в Айдахо тоже много ферм разных. Коров выращивают. Вот, значит, привезу в Портленд это сено, контейнер. Отвезу его на железнодорожную станцию Union Pacific. И поедет он в Айдахо. Ну а я, друзья, еду. У меня, значит, там впереди будет сейчас перевал, горы. А температура потихонечку опускается ниже и ниже. И мне надо проскочить там, когда ехали сюда, видели, дорога мокрая. И мне надо немножко поднажать, проскочить эти горы, чтобы эта мокрая дорога не превратилась в гололед. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Let's be free with me. Друзья, я ехал, и тут немножко у меня, вот видите, неприятность. Какая-то пробка образовалась. Практически вот никто не едет. Там буквально впереди еще проехать 2 километра, и будет последний спуск с этих гор. И дальше уже будут равнины. И здесь вот пробочка, и теперь я не знаю, чем это все закончится. Это очень плохо для меня. Может, даже придется вот так вот долго ехать вот с такой скоростью. Но это, походу, эти люди возвращаются с горнолыжного курорта Маунт Худ. И вот это все уезжают уже домой, потому что уже темнеет. Из-за этого образовалась пробочка. Вообще я заметил, что горнолыжные курорты стали очень занятыми. Из-за того, что в Орегон много переехало людей с Калифорнии. И горнолыжный курорт теперь очень сильно занятый. В предыдущих видео вы наблюдали, сколько там народу. Посмотрите, кто не видел, на моем канале есть ролик, где мы с друзьями ездили на Маунт Худ. Посмотрите, кому интересно. Вот это все относится к этому горнолыжному курорту. Тут вот всякие вот магазинчики, там сувенирчики можно купить. Вон автобус Шарл, который возит на гору. Ну вот такая вот у меня вот образовалась очень плохая ситуация, непредвиденная. И я могу таким макаром долго в пробке побыть. Надеюсь, что прорвусь. Но походу я застрял. Друзья, все очень плохо. Я уже 20 минут еду с такой скоростью, 10 километров в час, вот так качусь. И вот там вот километры растянулись пробки. Трафик. Ну что, друзья, походу я в пробочке сижу, хорошо сижу. Ну, в принципе, все. Я, значит, отмучаюсь в этой пробочке. Все равно я доеду. Сдам контейнер на железнодорожную станцию и поеду домой отдыхать. А с вами, друзья, я попрощаюсь ровно на неделю. В следующий понедельник выйдет новый видос. Спасибо за просмотры. Кто новый будет заходить, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, друзья, на канале. До встречи.